Всем здорово! Приветствую вас в новом 2022 году. Надеюсь, этот год выдастся интересным и продуктивным. А открою я этот год на своем канале с обзора на фильм, от которого у меня реально бежали мурашки. Фильм, который смог вызвать эмоции счастья и восхищения, так и эмоции грусти и отвращения. Фильм под названием «Тик-так-бум». Не знаю, как у вас, но у меня первая ассоциация с названием были эти маленькие вкусняшки под названием Тик-так, которые в какое-то время были на пике хайпа. Но это все моя больная фантазия, вернемся к произведению. Жанры данного фильма – мюзикл, драма, биография. Да, вы не ослышались, этот фильм основан на реальных событиях. Режиссер Лин-Мануэль Миранда смог тщательно прошерстить биографию талантливого композитора по имени Джон Ларсон и грамотно преподнести нам историю этого молодого человека, у которого сложилась достаточно сложная жизненная линия. Главного героя с именем Джонатан Ларсон отыгрывает актер по имени Эндрю Гарфилд. Как по мне, очень талантливый человек, которого после этого фильма стали называть «Поющим пауком». И вообще, Гарфилд сейчас снова на пике популярности, отчасти из-за нового Человека-паука «Нет пути домой», после выхода которого стали массово клянчить третью часть с Эндрю Гарфилдом, который остался обделен третьим сольником про паучка. Девушку Джона сыграла актриса Александра Шип. Лучшего друга главного героя сыграл Робин де Хесус. И чисто от себя хочу отметить актрису из этого фильма по имени Ванесса Энн Хадженс. Нет, это не Ванесса, охранница из Five Nights at Freddy's Security Breach. Роль Ванессы в фильме – второй вокалист в мюзикле Джона Ларсона. И ее вокал мне прямо очень понравился. Ну и третьим вокалистом выступил актер по имени Джошуа Генри. Я сам того не ожидая, добавил себе в плейлист почти все песни из этого фильма. Если кому интересно, вот 3 мои любимые песни из этого фильма: «Терапия», «30/90» и «Свиминг». Я надеюсь, вы понимаете, что в этом обзоре будет очень много спойлеров к фильму. Перейдем непосредственно к самому сюжету. Фильм строится на воспоминаниях главного героя на сцене во время его выступления. По сути-то его мюзикл – это и есть его история. Джон размышляет, что он много времени потерял, поскольку великие композиторы добивались успеха в более раннем возрасте, чем он. В его возрасте его родители уже имели 2 детей и получали стабильную зарплату, а через 8 дней ему уже 30 лет. Далее начинается песня «30/90». Да, в этом фильме очень многое будет рассказываться через песни, так что субтитры желательно иметь под рукой. Вокал Гарфилда меня, честно говоря, поразил. Я не ожидал, что он настолько хорошо поет. У нашего героя нет никаких материальных средств, но он все равно решает собрать людей у себя дома на вечеринку. Друг Джона по имени Фредди. Я не буду повторять шутку дважды, не надейтесь. Фредди говорит на вечеринке, что его врач дает хорошие прогнозы на его здоровье. Какие-то чельки спрашивают у главного героя, кто он. На что он ответил, что он будущее театра, что собеседники приняли за шутку. Далее снова музыкальное сопровождение, за которое Джона похвалили. Сьюзан и Джон уединяются на крыше, и она ему говорит, что хочет попытаться стать преподавателем танцев, но это очень далеко. Майклу, своему лучшему другу, Джон говорит, что не может поехать с ней, поскольку он не может покинуть Нью-Йорк и не хотел бы отпускать туда саму Сьюзан. Далее они приезжают в дом Майкла, и начинается песенка о том, как классно жить в хорошем доме, в хороших условиях, с классным отоплением. Качество съемок напоминает какие-то профессиональные музыкальные клипы, все эти переходы и постановки кадров. Уф! Джон работает в небольшой нью-йоркской забегаловке, а в свободные часы сочиняет мюзикл. Ларсон мечтает заработать на своем искусстве, но реальность слишком сложна для творческих натур, и все не так просто, как он думал. Ему помогают двигаться дальше только слова одного известного музыкального дедульки, который тот ему сказал во время прослушивания. Джон хочет сделать свой мюзикл отпадным, и для этого нужно собрать музыкантов, гитаристов, барабанщика, клавишника и так далее. Далее происходит суета на работе. Я не знаю, наверное, я бы не смог быть официантом в подобной забегаловке, поскольку это сильное психологическое давление. Опять же, все сопровождается красивой музыкой и очень качественной съемкой.
Затем идет сцена репетиции, и как же классно звучат голоса в унисон. Джону нужно поговорить со Сьюзен насчет поездки. Его друг попал в больницу, и в такой обстановке он готовится к защите своего мюзикла, а заключительная песня до сих пор не написана. Остается буквально несколько дней. Далее, по словам Джонатана, в Нью-Йорке живут только несчастные люди. Он не хочет слышать о проблемах своих близких, потому что невозможно найти человека в этом городе, который бы не страдал. Эгоизм и нарциссизм. Нет, просто Джонатан решил так защитить себя от внешнего мира и поселиться только в мире своих песен. Последние у него получаются практически про все: сахар, воду, богему, безденежье и даже воскресные бранчи. Дайте ему любой предмет, и он сочинит вам целую композицию. Даже после ссоры со своей любимой девушкой мужчина сразу же думает о том, как воплотить это в песне. Что, разумеется, ей не понравилось, и она ушла. Такое отношение к людям обычно ни к чему хорошему не приводит, но ему очень нужно дописать мюзикл. Чтобы заработать немного денег для своего мюзикла, Джон попросил подработку у Майкла в рекламной кампании, но в итоге неудачно пошутил про их продукт, жирозаменитель, и испортил репутацию своему другу. Остается одна ночь до прослушивания. Джон убирается в своей квартире, приводит все в порядок, садится писать песню и... все. Ему вырубают свет. Он пытается оплатить счета кредиткой, но ему говорят, что ночью они не работают и не могут ничего с этим поделать. Джон принимает решение плыть. Как по мне, одна из самых красивых сцен, когда, плавая в бассейне, он начал видеть ноты. Так сказать, преисполняться в своем познании. Он незамедлительно все это записывает. Настал следующий день. Никого нет. Джон в отчаянии. Но оказывается, что все придут через час, а он просто-напросто перепутал время. Собираются гости, среди которых и родители Джона. И даже тот самый дедулька пришел на прослушивание. Все прошло просто замечательно. Но Джону говорят, что такое сложно продать, и за это он ничего не заработает. Ему дают совет писать и писать, пока что-нибудь не выстрелит. Прямо как у меня на ютубе. Джон пробамбливается, не знаю, есть ли такое слово, перед Майклом и говорит, что у него кончается время. И тут Майкл говорит, что Джон не знает, что такое кончается время. Он говорит, что у него обнаружили ВИЧ, и ему осталось совсем немного до смерти. Может месяц, если повезет, то год. И снова депрессия в 0 лет. Джон находит клавишные на улице и начинает играть. Это излияние души. Параллельно песня показывает реальные кадры из жизни Джона Ларсона. И черт возьми, как же это классно сделано. В конце дается краткая биографическая справка композитора и говорят, что он умер в возрасте 35 лет от аневризмы аорты. Заключительная песенка и конец фильма. Я был в нереальном восторге от просмотра. Еще один взгляд на часы. Стрелка никогда не смотрит назад, только вперед. Непрекращающееся тиканье, как сердцебиение самого тревожного человека. Секунды проходят, затем минуты, остаются часы, но даже и после. Время не останавливается. Как же все успеть в этом огромном мире? Часы же все тикают и тикают. Тик-так, тик-так, тик-так. Срежиссировал картину, повторюсь, известный автор мюзиклов Лин-Мануэль Миранда, который совершенно изменил бродвейскую классику благодаря песне из «Гамильтона». Очевидно, что «Тик-так-бум» — это достаточно лиричная история для него самого. Джонатан Ларсон во многом практически для всех любителей театра был настоящим вдохновением, и Миранда не стал исключением. Конечно, Лин-Мануэлю Миранде хочется через песенное откровение показать все творческое безумие Ларсона, и для этого он выбирает Эндрю Гарфилда. Актер чувствует себя им самим, гуляет по Нью-Йорку, трясется за свой мюзикл «Супербия». Пытается остановить панику, когда во всем доме выключают свет, а еще торопится как-то дописать последнюю песню перед премьерой. Он танцует, поет, плачет, плавает, ездит на велосипеде, целуется, а в конце Гарфилд обнажает собственное сердце, которое он делит на несколько часов с тонкой душой самого Ларсона. Актер будто не играет в фильме, будто он сам и есть этот человек.
Эта легкая театральность придает больше мажорности этой относительно минорной истории. Миранда просто предлагает отправиться в путешествие в голову творческого и немного безумного артиста, который на самом деле всего лишь человек. Картина посвящена всем фанатам магии музыкального театра. Песни, танцы и суровый реализм рассказывают историю творческих людей 90-х годов в самом артовом американском городе – Нью-Йорке. Поэтому «Тик-так-бум» становится словно бы очередной возможностью попутешествовать во времени. Фильм получился по-настоящему обворожительным и потрясающим. Разумеется, я говорю ему «да» и рекомендую к просмотру, если вы вдруг его еще не смотрели. Эндрю Гарфилду я хочу от себя пожелать творческих успехов и побольше морального духа, поскольку не так давно умерла его родная мать, а возможность участвовать в таком серьезном проекте стала настоящей отдушиной для актера. Пишите в комментариях, на какие фильмы, сериалы, аниме вы бы хотели увидеть обзоры. То, чье предложение будет сильнее всего залайкано, то я и возьму на обзор, разумеется. Ну а там не забывайте про лайки, про подписки, про включение уведомлений, и есть также кнопка спонсорства. Если вам не жалко, добро пожаловать в спонсоры. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи и всем пока!